Привет, это Ян Непомнящий, и с вами не подкаст. Сегодня у нас в гостях двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России, трехкратный чемпион мира по блицу, чемпион России и, что самое главное, неоднократный победитель титульного вторника Александр Грищук. Саша, привет. Привет, Ян. Я начну с того, что у меня где-то месяц ушел, чтобы понять, почему не подкаст. Я думал, какой-то прикол такой странный, а потом в какой-то момент до меня дошло, наконец. То есть вот как бы надпись «небо» на одного цвета и ДК с другого, оно ни на что не наталкивало, да, ни на какие Ни мысли? на что, вообще нет. Ни на Вообще. что, да. Ну, видишь, ну, кстати, ты не один такой, то есть иногда я читаю, когда комментарии, там люди пишут, что вот только сейчас понял, то есть, может быть, один из этих комментариев оставлял ты, А. судя по всему, да? Как это, Александр, перелогиньтесь. Ну, давай начнем с твоего матча вчерашнего с Абдусатторовым. Ага, Поздравляю тебя. Матч спасибо. получился один из лучших за всю историю, наверное, спидчесса. Dang, he played so well. He played so well, guys. Борьба напряженнейшая от начала до конца. Потом, ну, мне что еще очень понравилось, что очень жестко на победу играл Надирбек, да, там вот как он в ладейном тянул, ходов не 80, да, вот вообще шикарно. То есть ну, я люблю такой спорт, когда без вот этого показного какого-то джентльменства, то есть когда действительно ну, жестко на победу. Ну, интересно, что сколько людей, столько и мнений, но мне это как раз то, что мне очень сильно не понравилось, и в целом вся эта идея затяжкой времени, я говорил об этом с организаторами, да, что, ну, в целом это, не знаю, в чем смысл там запереть позицию и там 50 ходов делать, потом еще пешечкой походить. Ну, как бы формат это подразумевает, что это можно, но это в целом говорит о том, что ты вот, ну, не знаю, мне кажется, проще еще больше партий выиграть за эти же там 3 минуты, можно, конечно, и проиграть, но можно и выиграть. Вот, но меня это немножко, что называется, затриггерило, это и еще ход, начинал партию ходом А2-А3, то есть, видимо, как играл без уважения, как говорится. Ну, не знаю, я во всяком случае после 4-0, как бы, ну, немножко так это случайно получилось, но все равно, да, я как-то почувствовал большую мотивацию, когда первый раз я видел ход А3, а потом, когда я увидел, что вот все эти эндшпиля, которые были биты ничейные, он, ну, столько как бы тянул время, сколько это было возможно. Вот, ну, а у тебя, получается, следующий матч, то есть это твой первый матч, он будет с Феруджи, и он будет послезавтра, то есть в понедельник. В понедельник, да. Не, ну другое дело, что мне сам формат, что на время мне не очень нравится. Мне больше нравилось просто по количеству партий. Да, да, мне кажется, это логично. Но уже раз он есть, ну, действительно, ведущий в счете у него, ну как в футболе, тоже всеми силами тянут. И так десятилетиями сложилось, принято. Ну вот в футболе, такие. Да, например, а ну, в других видах спорта, ну, условно, вот в NBA есть время на атаку, да, в гандболе есть время на атаку. Ну, вот я говорю, что везде правила разные. Где-то чистое время, да, где-то грязное. Да. Понятно, что там в хоккее, ну, ты особо не потянешь тогда. Не, ну почему? Некоторые команды отлично болотят. Я вот НХЛ смотрю, там некоторые команды этим занимаются лучше, чем все остальные. Какой-нибудь, не знаю, Лос-Анджелес Кингс, когда был хороший у них правильно, но в сезоне. это они пасуют там туда-сюда, там у своих ворот, а не, ну или за своими воротами. Но нет смысла там валяться минуту, там держать за ногу, да? Я про такое говорю. Ну да. Ну, в общем, посмотрим, какой у тебя будет матч. Там они немножко сократили же вроде бы время игры. Раньше было 1,5 часа по 5 минут, час по 3 минуты и полчаса по минутке. А сейчас час 15 или что-то такое. Да, по-моему, сейчас час 15 по 5 минут, 50 минут по 3 и то ли 20, то ли 25 минут по минутке. То есть чуть-чуть укоротили, то есть, но, да, видимо, время тянуть стало еще актуальней. Вот, но вообще я на смотрю, что счета поменьше стали, потому что раньше, да, где-то партии 26 успевали сыграть, а сейчас уже 20, что ли, примерно. Да. И вдогонку ко вчерашнему еще матчу был еще один матч. Карлсон играл с Wonderful Time'ом, который Туан Минле. And but now he doesn't have Rook H5 anymore. He just missed Rook B3? Yeah. Oh, and he bonks himself in the head. He can't believe it. I mean, and yeah, Magnus kind of throws up his eyebrows like, sorry. И Туан Минле набрал очков меньше, чем Роутер Карлсона. Как вообще ты это оценишь? Чем кто Карлсон? Чем Роутер Карлсона. Роутер Карлсона набрал 2 очка в том матче. Ну, как бы дважды Магнус проиграл по дисконнекту.
Вот. А Туан Минле, получается, они сыграли, по-моему, 3,5 очка он настрелял, так сказать, и он набрал чуть поменьше. Вообще, ну, нормальный ли это показатель для человека, который, ну, скажем так, все время, ну, не все время, но довольно часто в топах титульного вторника? Ну, вообще он просто один из самых топов вторника, потому что вот в этом году я же как раз на вот этот спидчес отобрался по 10 лучшим результатам во вторнике, и я занял, по-моему, 5-е место. Ну, причем выше, вот, например, Карлсона, Ферруджи, там еще, ну, понятно, многих. А вот Тюан, он, по-моему, то ли 2-е, то ли 3-е занял. То есть, победил кто? Ну, кто? Ну, Накамура, естественно. Накамура же есть еще. Да, но он вроде и так отбирался, да? В этот... Да. Ну, по-моему, Накамура... Лазовик, Сарана, наверное, высоко довольно стоит, да? 2-е, по-моему, Сарана. Нет, Лазовик, он вышел уже потом же через... Он через перебой, да? А он Андрейкина там обыграл. Нет, Сарана точно высоко, Жаспем, по-моему, высоко. Ну, вот Тюан... Ну, я так всех не назову. У меня где-то был файл, но, наверное, не так важно. У тебя хотя бы файл, а у Владимира Борисовича обычно как это все вручную как-то выкладки на бумаге. Не, ну просто я перед последним вторником попросил Ческом, ну, опубликовать хоть таблицу, чтобы знать, мне вообще нужно играть, не нужно там. Ну и получалось, что я уже практически гарантировал. Вот, ну что сказать, ну вообще вот после такого самураи делали харакири. Ну, как хорошо, что он не самурай. Вот, он все-таки как-то из то есть, ну, соседнего Вьетнама. Что тебя весь мир подозревает, и такой результат, ну, не знаю, это, ну, как бы, да. Ну, справедливости ради, Магнус с похожим счетом как-то раз обыгрывал, там, не знаю, ну, там, чуть ли не Фабиана. Со мной он как бы тоже очень хорошо сыграл матч, хотя вот основной как отрыв он заработал в 1+1, но тоже он как-то матч весь там вел, да, со мной в счете мы играли в прошлом году. То есть, может быть, +2, +3 он вел почти все время. Вот. Ну, по минутке он уже меня там... +3, не плюс Не, в конце он по минутке, он просто меня там это аннигилировал. А до этого был какой-то матч, ну, сравнительно близкий. Ну, то есть, там, я где-то впереди был, потом он впереди, ну, и вот там... По-моему, мы +3 или +4, может быть, даже ушли на секцию буллита. Вот, ну, как бы Магнусу, с одной стороны, поиграть не зазорно, с другой стороны, ну, набрать в игре там сколько, 1,5 очка плюс 2 дисконнекта, это немножко так, тревожно. Вот, но с другой стороны, сколько там, сегодня у нас суббота получается, да, там еще пару дней и во вторник наберет свою форму, возможно. Еще на этой неделе, как раз во вторник, закончился турнир, как он называется, Crunch Labs Masters, и ты там занял... первое место во 2-м дивизионе, да, ну вообще немножко расскажи про турнир, как, да, во-первых, поздравляю, вот, и отобрался получается, напрямую отобрался в 1-й дивизион уже в плей-офф, даже не в квалификацию, в плей-офф на следующий ивент, и, я так понимаю, немало получил очков, и все-таки в борьбе за выход в лан-финал. Ну, гранд-финал гранд-финалом, да, это же тут нокауты, тут... ты же не можешь как-то там стратегию строить, там, чтобы сколько-то очков попытаться набрать, там, ну, знаешь, если какие-нибудь швейцарки были, ты мог там рассуждать, что меня там +1 устроит, там, и начать какие-то ничейки делать. Тут все равно нокауты, просто матчи, поэтому это как раз не имеет значения, то есть, ну, в любом случае будут матчи, каждый будешь пытаться выиграть. Вот, ну да, очень рад, что турнир выиграл. Вообще впервые вышел сначала в квалификацию на 1-ю лигу, ну, на 1-й дивизион. Да ладно. Но проиграл Каруане бездарно совершенно. Серьезно? То есть ты до этого не выходил в 1-й дивизион в квалификацию даже? Я, по-моему, честно говоря, думаю, что я в квалификацию 2-го дивизиона 2 раза всего выходил. А в квалификацию 1-го я даже близок не был. Обалдеть. Поэтому нет, я с отбора как-то начал хорошо играть. Вот без поражений +4 набрал, да, но в Каруане, да, уже ужасный матч. Ну и вот начал 2-ю лигу играть. Я не знаю, могу рассказать, что там. Ну расскажи, конечно. Я видел, что ты довольно быстро упал в нижнюю сетку, и потом по нижней сетке прошел 3
Ты же играл 2 матча с Видитом, да? Ну, я быстро, конечно, упал в нижнюю сетку в финале. Проиграл подожди. Видиту. В финале? Быстро. Подожди, то есть ты шел по... Я, короче, я смотрел, что ты вышел из нижней, как бы, из нижней сетки, ты вышел в гранд-финал. Вышел ежик из тумана. Так, давай тогда по порядку. Я все перепутал. Да, ну начал матч с Матлаковым, с Максимом. Угу. Жутко тяжело складывался. То есть я вообще первый хоть какой-то шанс на победу в партии получил в 4-й партии, ходу на 45-м. А до этого вообще никаких шансов он мне не давал, и причем одну партию выиграл. То есть я был совершенно в шаге от вылета, но как-то удалось выиграть. Угу. Я не знаю, ты с доской не будешь, да, показывать? С доской, ну, я могу потом партии отдельно показать, но сейчас... Ну ладно. То есть... Ну да, и вот уже ага. как шанс появился как-то, ну вот он уже там секунды у нас были, у меня какие-то пешки там ферзи пошли, и, ну как часто бывает, на секундах они моментально прошли. Ну, Ага. а там одна пешка. Вот, ну и Армагеддон уже уверенно выиграл. Потом был, вот, наверное, мой самый лучший матч с таким Картикян Мурали Угу. из Индии, шахматист. И после матча я пел «Мурали, утоли мои печали, Мурали», потому что человек не явился. Я выиграл 3-0. Понятно. То есть такой Вот. перформанс. У меня, кстати, был один такой случай. По-моему, это было, да, еще год назад. Я как-то ехал со сборов, готовился к матчу на первенство мира. В общем, ехал со сборов, и мне выпало играть матч, по-моему, с предки. Я попросил его перенести, что я говорю, вы знаете, я могу сыграть из самолета, но будет тяжело. Вот, так что если можно, там, либо утром, либо вечером этого же дня. Они мне сказали, ну вот, соперник согласен перенести на час вперед или на час назад. Ну, то есть мне как бы и то, я все равно был бы в самолете. Вот, поэтому матч закончился со счетом 3-0. Вот, но не знаю, а вообще он как-то спрашивал там перенести матч или нет? Не поступало, да? Не-не-не, Ага. но я уже вот залогинился и сказали, что вот что-то он не может, скорее всего. Но это вообще самый нервный момент турнира был, потому что начинается вот этот отсчет каждые 10 минут. Ты партию выигрываешь, но ты же не знаешь до конца, может быть, он вернется. Просто у меня такой же случай был в этом году, когда 3-й дивизион играл, и со мной этот испанец такой, Хайме Латаса. Да, Сантос Латаса, да. Он тоже, но он, вот этот Муралита, он просто, видимо, путешествовал, как мне потом сказали на следующий день. А вот Латаса, он играл партию в Бундеслиге с Блюбаумом. То есть он меня променял на Блюбаума, и он решил, да, белыми обыграть Блюбаума, и, собственно, с чем и справился. Ну и да, и у нас матч начинается, а Блюбаум еще не сдался. И в этот момент идет трансляция на Личесе Бундеслиги. То есть я их партию смотрю, и он, по идее, играет, но ведь задержка какая-то есть. То есть я точно не знаю. И, понимаешь, он в любой момент может вернуться. Это вот самые нервные моменты турнира. Ну, естественно. Ну вот, ладно, так или иначе у него выиграл. Потом, ну, в смысле, если это можно так назвать, выиграл. Значит, Разгромил? Да. Под 0. И играл... С кем я после него играл-то? По-моему, еще не с Видитом. С кем я мог играть? Там кто-то еще был. Накамура там был, Федосеев там был. Жюль. Муссарт. Да. Ага. И тоже... Я не знаю, у меня вообще легких матчей не бывает. Я вот не знаю... У меня такое ощущение, вот я... То есть, как бы, ты считаешь, когда соперник не явился, это недостаточно легкий матч? Ну, это да, но я имею в виду, если он все-таки если он явился, да, то мне кажется, вот у меня будет и с Карлсоном борьба, и с перворазрядником будет борьба. То есть у меня как-то вот сила игры как-то какая-то, как у хамелеона, то есть вот соперника она... Это, знаешь, это как вот эта байка про Маяковского: среди грузинов я грузин, среди русских я русский, да? То есть это вот... Ну да, но чаще наоборот бывает, да, что... свой среди чужих, чужой среди своих. Ну вот, и да, первую партию он там как-то с дебюта мог большой перевес получить, но выпустил, ничью сыграли. Вторую я более-менее уверенно выиграл. Третью совершенно ужасающим образом был разгромлен.
И в четвертой, там просто забавно, он мне напомнил мои партии с юным Рауфом Мамедовым. То есть, ну, вот на ICC еще, когда мы играли много, и я в какой-то момент понял, что я могу с Рауфом фактически в любой момент захватить центр. Потому что вот если я ставлю ферзя на размен, Он уходит. то он уйдет в 99% случаев. То есть неважно, пусть у него Миттельшпиль будет явно хуже, а Эндшпиль явно лучше, он всегда уклонится от размена. И вот, то есть, например, мы начинаем, у него там ферзь, допустим, на d4, у меня там, не знаю, на c8. Ну, я там ферзь d7, он там ферзь c3, я ферзь c6. Он там ферзь b3, Ну, это я нечестно. ферзь d5, он ферзь b1. Ну, и Это вот я нечестно. центр захватил. Ну, и также вот в четвертой партии было с Жюлем, то есть, ну, в принципе, позиция равная. И я начал, я ставлю ферзя на размен, он может, ну, у него лучше вообще никак не может быть. То есть, ну, ему нужно поменять ферзей, там один точный ход сделать и ничья. Подожди, а счет-то равный был матч, хочешь сказать, да? Да, да. А, потому что я с ним играл тоже матч как раз за выход в первый дивизион, и у меня было 2-0, я повел легко довольно. Потом, как ты правильно подметил, было разгромлено в третьей партии, и в четвертой ему нужна была победа, но он как-то перешел в эндшпиль, поменял ферзей, но не хватило ему в эндшпиле, он что-то как-то эндшпиль получил похуже. Может быть, он по инерции, да, решил, что менять нельзя теперь? И он, в общем, ферзем, у него изначально был ферзь на Е5, нет, или не на 5, может на Е7, и я как ферзь d6, и он ферзь А7, ладья c7, ферзь А8. Причем, ну, ни на что там не нападая, ничего. Ну, и надо сказать, после этого, в общем, в какой-то момент равная была позиция, но со второй попытки уже ферзи разменялись, и, ну, ходов через 7, а после этого он сдался. Ну вот он, значит, был прав, получается, что ферзей не менял. Ну так, если посмотреть. Получается, да, можно так сказать. Вот, не, ну я говорю, я давно, вот со времен партии с Рауфом, вот я такого как-то не испытывал, чтобы человек настолько вот патологически ферзем убегал от ферзя. Значит, странно. И да, ну с Ведитом и дальше, получается, я сыграл с Ведитом 3 матча, и посередине один с Накамурой. То есть с Ведитом, и да, все 3 матча с Ведитом жутко напряженные получились, 2 Армагеддона, и все время я отыгрывался почти. То есть в первом матче я первую проиграл, потом 2 ничьи, и черными в четвертой я отыгрался, но потом белыми в Армагеддоне дебютная катастрофа случилась. То есть там какой-то вариант, я почему-то, там компьютер, знаешь, сейчас иногда дает какие-то там 0,10, да, и ты думаешь, что лучше, а там просто битая ничья, как бы абсолютно равная позиция. И он сыграл, ну вот получается, на такую линию. И я думаю, а как, что тут, тот же перевес должен быть. В общем, в итоге я все там 3 минуты лишние истратил, абсолютно бездарную позицию получил. Ну и потом какие-то шансы были, но на секундах там у меня флаг упал. Хотя уже у меня там ладья лишняя была, но он там прямыми начал раньше меня играть. Вот. И да, и сразу в тот же день с Накамурой, получается, финал лузеров. 2 ничьи, ну, там в борьбе какой-то, там одну я мог выиграть, одну скорее он давил. И Армагеддон, он меня сначала по дебюту поймал, вроде черными на ничью, в смысле, поймал. Но почему-то, и тоже я по времени догнал, позиция эндшпиль равный совершенно, и тоже почему-то у него, не знаю, через 5 ходов у него тяжелейшая, там через 15 он сдался. А мне кажется, это вообще довольно частая история, когда черные, ну вот если слишком быстро, слишком хорошо получают по дебюту, например, в Армагеддоне, да, потом какой-то случается, не знаю, что ли, когнитивный диссонанс, то есть хочется сразу зафиксировать ничью, форсировать, если этого сделать не выходит, ну как-то соперник как-то поддерживает немножко, там огонек-то тлеет, а начинаются очень странные ходы, да, то есть там, ну вот я сейчас играл Армагеддон с Магнусом тоже, да, у меня, казалось бы, там, ну, такой по дебюту комфортно, потом почти, ну, так, перевес под столбик, но я как-то просто стоял на месте, стоял, почти достоялся до позиции, где нужно было делать единственные ходы уже. И это довольно частая история. Ты дал поменять очень странное решение. Какое? Слонов то, что ты дал поменять. Так я и говорю, что я в целом играл очень странно. То есть, казалось бы, позиция, ну, такая
То есть, на самом деле, где-то хуже нигде не было, естественно, но всегда найдется способ как-то все испортить. Вот, причем в обычной партии такое бывает крайне редко. Ну, кого я обманываю, тоже часто бывает. Но в Армагеддоне это прям, ну, практически обычная история, мне кажется. Не, ну, конечно, партии, когда одному обязательно выиграть, а другому ничья равносильно победе, они особенные. Они действительно, ну, заметно по-другому складываются, чем обычные партии. Это, ну, это факт просто. Я думаю, что ты согласишься с этим. Ну да, да. Как тебе вообще видит? То есть он в этот раз не пытался тебе поставить мат двумя конями? Не, двумя конями нет. Ну, хорошо играл. Ну, как, не выдающийся, раз я выиграл в итоге. Но хорошо. Ну, я это уже расскажу. То есть второй матч, получается, ну, на следующий уже день, значит, опять он в счете повел. То есть я первую белыми там совершенно выигранную не выиграл, в ничью сыграли. Хотя, ну, у меня времени было мало. Там, ладно. Вторую я проиграл. И вот как-то удалось в третьей там вырвать победу. В четвертой он белыми, по сути, отсушил. То есть на французскую ЕД сыграл. Причем ничего не знал. Просто, видно, ничего хотел сделать. И Армагеддон белыми я относительно уверенно выиграл. То есть у него была хорошая позиция по ходу, и по времени я догнал, но потом как-то у него все развалилось. А вот смотри, такой вопрос. Ты говоришь, что ты Армагеддон играл там белыми, да? А сколько ты... То есть ты вообще насколько считаешь важно, ну, вот это как бы время? Потому что я, когда только начинал играть вот эти турниры, мне кажется, это был 2000... Ну, вот эта система, где ставки на Армагеддон делаются, да? Я просто... Ну, я почему-то тогда наигрывал каталонское начало, я ставил все время 10 из 10 и как бы играл каталонское. Мне было все равно, сколько времени. Я как-то, у меня была такая больше цель тренировочная, и причем играл неплохо. Там с Накамурой такая выиграл в Каталонии, там с Володей Федосеевым тоже выиграл. А сейчас я как-то смотрю, что люди ставят там как-то 7.30, там 7.50. Вот я с Магнусом поставил 7.56, он поставил 8. Ну, я говорю, ха-ха, конечно, черные. А вот ты просто ставишь недостаточно, или ты как-то, ну, недостаточно мало, или ты просто белыми готов играть? Ну, вообще, я думаю, что объективно, примерно честно, это минут 7. Вот я просто на опыте этих ставангеров, Ну там да, же да. куча Армагеддонов, 10/7 как раз игрались. И мне кажется, даже черные в плюсе были. Но другое дело, что, мне кажется, есть большая разница, как просто Армагеддон в ставангере, в котором там пол очка разыгрываются, да, ну, по большому счету он такой, ну, важный, но тренировочный, полу такой товарищеский. И Армагеддон, в котором на кону как бы судьба матча, да. То есть, когда судьба матча, то, наверное, ну, все-таки белым, ну, как бы черным нужно побольше времени, чтобы равные были шансы. То есть, вот если вот в простой партии, условно говоря, 7 минут, да, 10/7 это 50/50 шансы, то вот в такой супер важной партии это будет, скажем, 7:30. Я не знаю, как это объяснить рационально, но вот все-таки психологию тоже никто не отменял. Так, а вот как получалось, что ты вот ставил как-то недостаточно и все выбирали черные, или ты ставил А как-то... я не знаю, вот как-то со мной все хотели черными играть, видимо, потому что, ну, я ставил в районе 7:30, Обалдеть. 7:20. Вот я раз И всё равно не хватало. я 8 поставил, потому что, ну, как-то я с ним очень не хотел, чтобы он мне в итоге флаг начал рубить, потому что уж если он начнет рубить, то вот этот-то точно срубит. Ну, может быть. Нет, Обалдеть. ты думаешь... То есть люди ставили еще меньше, чем 7:30. Ну, Да, уверенные в себе. Вообще, я тебе больше скажу. Я самый первый Армагеддон с Ведитом, мы оба поставили по 7:30 ровно. И второй раз я поставил, по-моему, что-то 7:24, а он 7:14. Вот. Ну да, и вот, значит, я выиграл Армагеддон, и потом, получается, самый последний матч уже из 2 партий, а не из 4. И вот в первой партии, ну, это ужас какой-то. Когда вот ты зевнул фигуру, и все равно было выиграно. Это я не называется зевнул, это подставил называется. Rook to d3, clinical.
Russian school of chess converted. He blundered his knight, or has he? He did blunder his knight. He did blunder his knight. Knight d3, knight c5. But he's still winning. I think Grishuk's still winning. This is unreal. He is still winning because the bishop is so bad. То есть я просто под бой подставил фигуру. Ну, а как это еще иначе назвать? Ну, Ну, подставил. Хорошо. Ну, раз, зевнул, это как ты хочешь что-то. Ну, не, ирония, что все равно позиция была настолько выигранная, что оценка не изменилась, да? она осталась выиграна. Нет, так главное, это моя лучшая партия. Я думаю, что, ну, за очень долгое время, за годы, наверное, моя лучшая партия. Потому что я ее действительно, ну, я в целом как бы очень скептически к своей игре отношусь. Но вот эта партия, ну, просто я шикарно играл. Там почти равно изначально, вот полностью его переиграл. И просто, ну, ему сдаваться может. Там, я думаю, Петя бы давным-давно сдался уже, даже там в буллет бы, наверное, Петя бы уже сдался. Но ты ему еще дал фигуру и ход, да? А я, да, подставил фигуру, потом я смотрю, а вроде у меня еще не так плохо. Но да, но я, получается, выиграл. Я то, что у меня выиграно, я, конечно, не подозревал. Я был рад, что у меня не безнадежно. А потом, да, он это h5, там это неудачно hg побил. Look at Vidit. He's opening up his bishop h5, and it's a draw. No way. Actually, Grishuk could lose this. If Grishuk... Oh my god. FG? No, but FG was wrong. Vidit should have pushed his pawn. Oh my gosh, Vidit should not have traded on g4. Now Я побил fg, и остается у меня слон, две пешки, у него слон, конь, пешка. Ну, я смотрю, все, я не проигрываю точно. А потом я смотрю, так у него, я не вижу за него спасения. Угу. А он тоже не увидел и время просрочил. Ну, потому что... Вроде после HG уже не было спасения. H4 так его делало не ничью, было, но это сложно поэтому- догадаться. Поэтому он и не увидел спасения, да, потому что его не было. Вот. И после черными тоже, в общем, он шикарно играл поначалу, я как раз бездарно совершенно, он огромный перевес получил, потом как-то закрутилось, и я фигуру зевнул, ну, он там красивую ловушку поставил, ну, такую, правда, детскую немножко, но симпатичную. Да, съел фигуру, но у меня какие-то пешки получились, там уже времени мало, у него король открыт. И, в общем, он запутался, и, ну, и в позиции, где он дает мне вечный шах, он просто от расстройства флаг уронил. Ну, по сути, в ничью мы это играли. Ну, Вот. ничья как бы устраивала, да. Да, так что вот... Ага. Такой, да. Не, ну... Так, Ну, вот я говорю, у меня не бывает такого, вот как, условно говоря, как ваш Елаграф, да, вот выиграл первый дивизион. Он просто почти все матчи вот так... и ну, выиграл. я бы так не сказал, мне кажется, он матч с Андрейкиным, ну, так, не то чтобы стоял на победу, то есть он, по-моему, первую проиграл, вторую ничью какую-то сделал. С Андрейкиным, да. Да, у него с Димой был матч, ну, с Карлсоном был матч тоже довольно такой, он первую проиграл, потом две выиграл, третью проиграл ничьей, ну, тоже были up and down, и мне кажется, он только с Феруджей гранд-финал сыграл хорошо, остальные матчи были очень боевые. Но меня еще больше удивило, что вот... Приятно удивило, что в гранд-финал третьего дивизиона вышел Женя Алексеев. То есть он, мне кажется, так видно, что тоже переключился на онлайн. Или нет, или не видно. Ну как, все-таки так редко его видишь в этих турнирах. Ну, я, честно говоря, за третьим дивизионом не так уж следил внимательно. То есть я результаты примерные знаю, но... Ну, там безумное количество партий, да? Вот, да, там очень большой турнир, там большой нокаут. Когда столько игроков, перебор, это двойное выбывание. Но мне кажется, там они играют по 2 партии, а не по 4. Там укороченный, по-моему, формат. Нет, там победители тоже по 4? Ну, это в конце, может быть, по 4, да? В феврале играл. Вот я же до финала тоже дошел в третьем дивизионе. Ничего себе. Нет, я только видел какой-то лист со статистикой, что он одержал 12 побед. Мост Винс. Ну, правда, в финале наступила Арджуну Эригаиси, да, который вот, по идее, мог бы и в первом играть, да, но, в общем, как-то так. Вообще, после пандемии, особенно, да, вообще в целом создается впечатление, что ты больше, ну, мы с тобой как бы говорили, что ты вот нацелен на титульные вторники, на Гран-при, как бы, да, вот отбор вот этот в Chess Championship, что ты, ну, как-то сфокусировался, что ли, на онлайне, да, в последнее время?
Да нет, я просто очень люблю вот системы такие На вот с выбывание. набором очков, А, общий зачет. Я это как с детства всегда очень любил. Ну, вот, например, я Гран-при всегда обожал, вот мгм, фидешное, да, вот я, собственно, и выиграл его в 2019 году, ты-то второе место занял, мгм, очень мгм, очень. мгм. Ну да, мы играли А, как раз, по-моему, в финале в Москве играли, да. да, Овечкин нам Овечкин тебе это самое первый ход забил. подсунул, да, там это? И да, и не знаю, я вот очень люблю вот это, когда вот очки, не знаю, как это объяснить, и, ну, просто вживую, а что особенно играть вживую? Сейчас, ну, как бы понятно, что на какие-то там крутые турниры, если ты из России, ну, это вот нужно там турнира претендентов подряд выиграть, да, чтобы тебя куда-то позвали. Ну, А, просто вот сейчас ну, или очень многие, да, играют Open, и вот как раз эта система Circuit, это система тоже с очками, которые ты как бы, казалось бы... Ну да, но там абсурдная система, но она идиотская. И вообще это, я не знаю, это самое ужасное, по-моему, нововведение ФИДЕ за годы. Вот этот ФИДЕ Циркут, это ужас какой-то. То есть там и система начисления очков идиотская, ну она же еще по сути убила опены для тех, кто опены ради призов играет. Мгм. Ну, тут гроссмейстеры там примерно средней руки такие, да, там, не знаю, шестисотники такие крепкие, да? Не, ну не знаю, ну почему? Ну даже я, допустим, я бы с удовольствием какой-нибудь Open бы сыграл с приличными призами Ну, вот и был не Аэрофлот Open, каким-то... например, ты его играл, и там разыгрывалось 20 очков Циркьюта. Какой я играл? Аэрофлот. Ну, Аэрофлот, да, но Аэрофлот, видишь, в России, поэтому многие не приехали. Это как бы спасло то, что он в России. А так ты приезжай, какой-нибудь Open, призы не бог весь что, и просто все играют, причем всех уровней, то есть начиная от каких-то супер игроков типа Еригаиси, да, Мгм. до потом просто сильных гроссмейстеров, до потом вот каких-то людей, у них рейтинг вроде небольшой, но они все играют очень прилично, да. Ну, то есть все, в первую очередь, индусы, да, там. Ну, индусов много на любом опене было уже несколько лет назад, да, то есть еще, мне кажется, до всей этой системы с Циркьютом. То есть даже Ну, на том же Аэрофлоте их было там человек 20-30, мне кажется, в какой-то момент в главном турнире, когда это еще проводилось в космосе. А, ну, во-первых, индус индусу рознь, да, то есть мгм. это же может быть все-таки В Мурали, этом смысле. который Мгм. решит попутешествовать вместо того, чтобы с тобой играть. Да, может быть, Арджун. Мгм. А, Вот. Не, ну например, Арджун просто еще же абсурд-то в чем, что Арджун, ну, он же типа чуть-чуть так пожаловался, да, что я бы, говорит, играл бы супер турниры, но меня не зовут, поэтому я играю опыты. Мгм. Но только он умолчал о том, что вот если завтра организуют какой-нибудь Open, скажем, без приема, да, там без ничего, первый приз $500, но зато в нем будет играть Карлсон, там Каруана, Накамура и так далее, то он просто, ну, моментально согласится в нем играть. Потому что будет, ну, сильный состав и, соответственно, Мгм. много очков Мгм. дают в этот FIDE Circuit. Но для тех, кто играет ради призов Open, это же, ну, чудовищно как бы, на самом деле. А вот по поводу распределения очков внутри этого, как это, FIDE Circuit, ну вот я как бы имел разговор с президентом ФИДе Аркадием Дворковичем, он сказал, он говорит, он считает, что, например, попасть в десятку в опене сложнее, чем в круговике. Ну, грубо говоря, понятно, что в круговике ты и так уже в десятке. Но поэтому Это первые точно. 10 мест, они, как бы, ну, как правило, в десятке, да. Но первые 10 мест в опенах это какие-то очки, причем, ну, так, ну, маленькие, но не супер маленькие, да, там, например, там 7-8 очков за 6-7 место, например, да, всякие, там, Шарджа Open. А в круговике только первые 3 места. И, например, когда есть дележка первого-четвертого, то четвертое место уже штрафуется, да, получается. Ну, штрафуются все. Как бы, да, если вот сейчас была дележка первого-пятого не, первого-четвертого как раз, да, они делили вот в Бухаресте, но тоже, да, аналогичная ситуация. То есть, а вот, ну, говорит, набирают люди +1 или полтинник, и что им за это еще очки давать? Вот это, мне кажется, так, тоже какая-то несправедливость в этом таится. Я не знаю, я вижу только один способ исправить вот, FIDE Circuit. Это отменить Отменить. его. Тут как бы это настолько ужасно со всех точек зрения, что
Ну, нет. Это вот как американцы говорят, if it ain't broken, да, как don't fix, да? Мгм, мгм. А тут наоборот, оно настолько broken, что фикс уже бесполезно делать. Нет, ну, как бы куда угодно это место добавьте. В Мгм. Кубок мира, в швейцарку, по рейтингу, хоть вайлдкарту верните, Мгм. там, что угодно, но только не это. Еще подоплека в том, что в этом году разыгрывается одно место, а в следующем году будут разыгрываться, видимо, два, потому что помимо именно в этот циркет, потому что Карлсон, ну, почти наверняка откажется, а его место, оно как бы по рейтингу. А место по рейтингу, оно уходит вот в это самое Гран-при Фиде. То есть итого будет 3 человека в турнире президентов из Фиде Circuit, как я понимаю. Скажи, ты сказал Гран-при Фиде? Ну, или Гран-при, ты имел- окей, Фиде Circuit. Ну, Гран-при это я как бы А, образно назвал. Ну, по сути, это система Гран-при, да? Нет, почему? Не, ну Это Гран-при были не конкретные не в какие-то предыдущем, не в турниры. предыдущем плане, а вот это общий как бы зачет, как бы, да, то есть это... А, То есть в итоге мы будем иметь 3 человека, ну, видимо, 3 участников, которые квалифицировались из опенов, и я вот очень скептически оцениваю, скажем так, свои шансы, потому что, ну, в этом году понятно, что я уже досматриваю этот, ну, скорее всего. В следующем, ну, может быть, но это половину турниров просто тебе не обсчитают. Например, Ставангер не обсчитали в этом году, да, то есть там по каким-то причинам, там, например, мало народу, 6 человек. Они обсчитали еще, по-моему, Кубок Америки, потому что это национальный турнир, и только один национальный турнир можно обсчитать. То есть я уже думал, что, может быть, надо играть в суперфинале, потому что суперфинал как национальный турнир они обсчитывают. Вот. К слову о суперфинале. Ты в этом году сыграл, я так понимаю, 2 турнира за доской. Это как раз Аэрофлот, и это был командник Сочи. И я видел тебя в списках в суперфинале. да. Ага. Вот. Такой вопрос. Ну, во-первых, почему решил там сыграть спустя некоторое время, да, мне кажется. По-моему, я могу ошибаться, по-моему, ты даже в 2020 году не играл, да, когда была пандемия? Ну, исключительно из-за того, что в Кубок мира места, потому что, В видишь, этом плане. Угу. да, у меня рейтинг же упал, и Угу. я не уверен, попаду я, не попаду, и поэтому, а тут все-таки 5 мест, ну, шансы неплохие должны 5 быть мест там. отбирается в суперфинал, ничего себе. Да. У мужчин 5, у женщин, по-моему, 3, может, Ага, 4, но, по-моему, 3. ясно. Вот только поэтому. А второй вопрос, ну, мне кажется, суперфинал последние, ну, лет 10, наверное, будет преувеличением сказать, но последние годы точно переживает такой кризис формата. То есть турнир, который задумывался, чтобы в нем играли прям все сильнейшие, да, там, включая Гарри Кимовича, это был 2004 год. Мне кажется, чуть ли не под него его начали проводить в какой-то момент, да, чтобы всегда вот были швейцарки большие, да, к швейцаркам были отборы. Мне кажется, в 2003 году была швейцарка в Красноярске, кажется, да, или где-то там. Да. Вот, а с тех пор, как бы, швейцарка стала отбором, стала высшей лигой, вот. Ну, может быть, назрели какие-то перемены, но вот как вообще ты видишь, чтобы, ну, понятно, что очень многие, как бы, там, сильные шахматисты уехали, сменили федерацию, да, то есть особенно молодые, но все же можно, с одной стороны, попытаться собрать более-менее сильный состав, но, мне кажется, ну, не сказать, чтобы федерация предпринимает какие-то шаги к тому, чтобы турнир возродить и дать ему, ну, не то, что возродить, то есть вернуть ему какой-то там особо почетный статус. То есть это дело в призовом фонде банально или дело вообще, ну, не знаю, в системе там? Ну, дело, мне кажется, в приоритетах. То есть я немножко не понимаю нашу федерацию. То есть вот я-то с тобой не согласен. Ты-то вообще, я так понимаю, к федерации очень негативно относишься, а я-то нет. Я в целом-то неплохо отношусь, ну, к Филатову в первую очередь, да. Вот, но я просто немножко не понимаю приоритеты их. То есть, ну, на мой взгляд, суперфинал – это такой флагманский турнир федерации, да, и вот на него как-то, ну, с моей точки зрения, глупо жалеть деньги, да, тем более, что сейчас Россия уже, ну, во всяких там олимпиадах и так далее же не играет, да, то есть на это деньги не тратятся, вот, то есть, ну, что есть, получается, что-то как бы экономится, да, и можно было на суперфинал вернуть действительно хорошие условия, которые привлекут всех ведущих игроков страны. Угу. Но почему-то это не происходит, при том, что в целом, насколько я знаю, федерация много тратит денег там и на юных игроков, да, там сейчас же действительно
очень многих за счет федерации тренируют очень хорошие Мгм. тренера, извиняюсь за А может, тренеры? масло масляное, да. Мгм. Вот, то есть нет такого, что вообще нет денег, да, и как бы если бы вообще не было денег, ну, я понимал бы, да, ну, вот так как-то сложилось. А деньги есть, но как они тратятся, я не понимаю. То есть почему все уходит именно на какую-то тренировочную работу, там еще на что-то. То есть э, суперфинал, ну, по сути, убит. Ну, то есть в этом году, получается, всех заманили вот этими местами в Кубок мира. Так бы Мгм. никто бы не играл. Интересно. Я не знал про Ни Кубок мира я, ни просто. Дубов бы не играл, ну, Мгм. ты не играешь, там, Корякин не играет. Вот, ну, Свидлера даже Кубком мира не смогли заманить. Ну, Вот, ему, может быть, его могли бы заманить, знаешь, как вот в медиалиге футбольной есть оранжевый мяч, который считается за 2 мяча сразу. Вот, а его могли бы как бы оранжевый титул за 2 титула, и он бы стал сразу 10-кратным. Может быть, не, так я надо? сейчас видел, что дали пенальти за то, что было 2 мяча на поле, и человек одним из мячей ударил во второй, как в бильярде, и защитник, и сорвал атаку этим, и пенальти за это дали. Не видел? Нет, нет. Не, очень круто. А. Ну вот, то есть убит суперфинал уже, ну, много лет. Мгм. И, ну, еще что мне очень грустно, хотя меня лично это абсолютно никак не касается, что убиты Кубки России. Вот они полностью убиты. То есть, ну, условия, ну, настолько ухудшились, и состав, то есть раньше, ну, это Ну, действительно мне на них кажется, их же стало росли. очень много этапов, нет? По ощущениям. То есть там почти каждый какой-то, ну, небольшая швейцарка, это этап Кубка России сейчас. Ну, вот я не знаю, вот сейчас я могу даже зачитать. Мне вот недавно Дима Бочаров прислал. Ага. Вот он играет по классике, значит, по классике этап Кубка России. Значит, Мгм. состав такой. Первое, Бочаров Дмитрий, там, 2507. Мгм. Второе, Плясунов Даниил, 2328. Третий, Харкевич Степан, 2263. Это этап Это Кубка России по все-таки. классике этап Кубка России. Ну, ты можешь себе такое представить? Когда-то играли там, ну, все там, я не знаю, Ну, смотри. Волков, там, Харлов, там, ну, Морозевич в свое время Мгм. кучу играл. Мгм. А, Ну, как, Ну, это это были там грустно, да. Александров там Ну, и может так быть, далее. это с поправкой на географию, да, то есть, я не знаю, все-таки, Да нет, это с нет? поправкой на то, что вот какой первый приз в этапе Кубка России? Ну, Вот там как ты 70 думаешь? тысяч Вот, рублей, я думаю. не, ну это уж ты совсем переборщил. 140. А, ну вот. Не, я имею в виду Да. всякие вот гран-при по Рапиду и по Блицу. Вот мы, например, там проводим в Брянске, как раз этот турнир. 1 год там федерация, ну, областная администрация давала большие призовые, да, то есть там прям много человек приехало, много народу, сильный был очень турнир в 2021 году. Ну, потом понятно, что многое поменялось, и вот сейчас, ну, призовые довольно скромные, да, то есть там, ну, может быть, совокупный призовой фонд на все турниры где-то, может быть, 500-600 тысяч рублей. И понятно, что первый приз, там, учитывая большое количество разных призов в номинациях, он будет не такой большой, он там будет, ну, там, 70 тысяч, там, может быть, 40 тысяч Блиц. Вот, ну Ну, да, это это, Блиц. конечно... Это Блиц. Но Да, это ну ты 70 тысяч за в день. Рапид, условно, или 80, я вот не помню, сколько было. Ну, для классики, конечно, это тоже не очень много, мягко говоря. Ну, с другой стороны, у нас в суперфинале приз по-прежнему так и остался, по-моему, ну, 1 000 000 рублей, да, то есть это, не знаю, когда вот... Причем в какие-то годы еще давали 1 000 000 рублей плюс машину, вот, но, по-моему, Да, и уже и это... без машины, поэтому, ну... Нет, Да-да-да. я и говорю, Мгм. то есть деньги есть, они тратятся, не то, что там все разворовывается или как. Нет, ну я вижу, действительно тратятся там вот все время, ну, Мгм. какие-то сборы там вот у молодых игроков, там все. Но почему на турниры-то не выделили? Я просто это понять не могу. Все равно, ну, как Ну, бы может быть, они просто и турниры так проходят, эти превыше всего, турниры. да? Как бы никакая там тренировочная работа, она не заменит турнир. Все, это самое главное. Ну и в конечном счете также можно, ну и деньги так распределять. Чем лучше ты играешь, тем больше ты призов получаешь, а потом там хочешь, нанимаешь тренеров, да. Мгм. То есть, не знаю, я вот просто совершенно не согласен с их приоритетами. Но Ну, я я это уже тут несколько лет говорю. соглашусь, мне на самом деле, то есть в этом году у меня, то есть, допустим, лето довольно загруженное, да, то есть вот потому что Гранд Чес Тур, он проводится целиком в этом году летом, вообще прям фактически с июня по август, да, то есть там только один какой-то был этап в мае, что ли, в Рапид.
И, например, федерация, ну, как бы гипотетически, если бы она хотела меня видеть в суперфинале, они могли бы там поинтересоваться основным календарем на год. Но они его поставили на конец августа, ровно на сроки Сент-Луис, ну, Сент-Луисского турнира по классике, который даже невозможно пропустить в теории, да, если играешь во всем туре. И как бы присылают мне приглашение, что вот можете там приехать в августе поиграть, по-моему, в Барнауле, да, это будет где-то, то есть там, да, в Алтайском крае в этом году. То есть, ну, Барнауле, да. да, ну, камон, да, то есть если все-таки хотите, ну, не знаю, чтобы играли сильнейшие там шахматисты на данный момент, да, то есть, ну, может быть, как-то ознакомьтесь с календарем на год. Поскольку, к сожалению, календарь у нас очень сильно разгружен, да, нету командных турниров, вот, это, конечно, такая большая боль, что, вот, не знаю, вот ты как бы двукратный олимпийский чемпион, вот, но непонятно, есть ли даже теоретические шансы стать трехкратным, да, то есть там и у меня, естественно, тоже, то есть это как бы наша команда на сильнее не становится, к сожалению, с годами, вот, но тем не менее, Олимпиада состоится, она, получается, в августе будет проходить, если ничего не... А, нет, в сентябре, в Нет, сентябре. Олимпиада в сентябре. В сентябре будет проходить как раз, да. Вот, не накладывается зато на Олимпиаду суперфинал. И ты, наверное, видел составы, которые там публиковались. То есть неожиданно... Составы, я имею в виду, турнира. И неожиданно сборная Узбекистана 4-я по рейтингу. Причем со средним рейтингом может быть 2 там 670, да. То есть это, мне кажется, довольно низкий рейтинг по меркам... Ну, как бы, когда вот, мне кажется, была Олимпиада в Баку, Олимпиада вот в Батуми была, да, вот, по-моему, последнюю, которую мы играли. Там все-таки была конкуренция посильнее, да? Как-то? Не, ну это не тоже конкуренция, но просто дефляция же вовсю идет, просто рейтинг. С этим связано, да? Ну, да, ну а как? Ну, видно. Ну, просто ты, вот видишь, ты совсем как-то, мне кажется, массовые турниры же не играешь, да? А я сейчас вижу, ну, просто люди там, ну, у них даже, может, 2500 не быть, но они просто очень прилично играют. И, ну, и за счет этого и на верхушке рейтинг падает, ну, везде как бы. Угу. Ну да. Сейчас я не знаю, я не очень понимаю, почему так получилось. То есть, ну, это была вот эта система, да, вот эти коэффициенты ФИДа, да, что вот эта дефляция пошла. Но еще, мне кажется, знаешь, вот что эффект сыграло, что вот эти все курсы на Chessable, там жутко дебют выровнялся. Да, конечно. То есть сейчас даже не обязательно иметь хороший движок или как-то вот, не знаю, его арендовать, чтобы и именно самому даже работать, чтобы выучить дебют. То есть фактически еще что интересно, мне кажется, вот этот курс на Chessable, там можно, ну, мне кажется, очень многие люди этим занимаются, они как бы покупают курс, и потом его просто переписывают, и как бы, грубо говоря, там из-под полы его же как бы там, ну, либо отдают за даром, либо продают бесплатно. То есть... просто уже как бы в ПГН. Да, ну просто вот это такой, ну, то есть видеофайлы они не всем нужны, а переписать его, записать PGN-ку и там всем разослать, это, ну, дело, не знаю, там, 1,5 часов, наверное. Видеофайл это вообще, по-моему, проверка на извращенство. То есть покупать курс там в 5 раз дороже, но с видео, я не знаю. Это как это, как бы видео, как в такой гостиницах, прямо видео on demand, да. симптом какой-то просто уже. Но при этом мне кто-то, по-моему, Аниш Гири говорил, что какой-то колоссальный процент людей покупает ну, курс именно с видео. Я не знаю, это для меня Ну, просто кстати, загадка. ну, опять, мне кажется, информация по-разному воспринимается, но я вот для себя заметил, что я когда вот записывал этот единственный свой курс пока что по Королевскому, я как-то вот, ну, сколько это, может быть, часов 10 я там наговорил, может быть, чуть меньше, я прямо проникся этим дебютом. То есть я вот пока проговаривал, все варианты показывал, я их даже не то чтобы сильно объяснял, но скорее вот ходы засчитывал, да, так большей частью. Но я как будто вот... То есть я даже спустя какое-то время гораздо лучше помню какую-то абстрактную теорию, идеи и прочее, нежели чем просто я вот там, знаешь, там что-то изучил там к матчу, подготовил там какой-то там вариант, там, да, там что-то, то есть пощелкал это на, не знаю, в чесбейзе, и у меня там месяц пройдет, как-то вот это притупится, это как-то вот в памяти, да, притупится. А может быть, когда смотришь видео, или может быть, когда записываешь видео, не знаю, как-то это с педагогической точки зрения чуть более эффективно. Нет, ну ты же записывал, ты же это Ну не хорошо, а смотрел если смотришь... просто свое видео. Если бы ты просто посмотрел свое видео, так я думаю, никакого тебе от этого особого толку не было. А ты же записываешь, ну понятно, ты и душу вложил там. Ну, может быть. Да, Поэтому ну, не знаю. Аниш вообще, он, мне кажется, уже, по-моему, по всем дебютам записал курсы. То есть у него там французская, Грюнфельд, сицилианская, сколько что там у него еще. Ну, причем, я не знаю, вот он лучшие курсы записывает под псевдонимом Супико Гурамишвили.
А, то есть ты считаешь, что он еще у него как-то он гострайтер такой, да? Ну, это вот самые лучшие курсы были, по-моему, по принятому Ферзевому, что ли. И еще в них говорит голосом жены. Ну, это же я не знаю. Угу. Понятно. Но эти я пока не изучал, да. Но я помню, что я купил его курс перед вторым кругом турнира претендентов в Екатеринбурге. Я с ним играл, значит, первую партию белыми, и он как раз записал курс по Найдерфу. Я не поленился, купил его курс с видео, значит, посмотреть, что же он там в Найдерфе советует, и как-то решил по этому курсу подготовиться. Ну, думаю, он на победу будет играть, но черными Найдерфа выйдет. Я как бы хорошо помню, что я как-то посмотрел Найдеров, значит, подготовился, посмотрел Берлин, кучу дебютов, а он вышел, значит, в Челябинске. И это был единственный дебют, который я вообще не готовил, и мне как бы стало так обидно, какой же я там идиот примерно, да, что, дебют-то понятно, что должен там изучаться. То есть я как-то сделал ничью ходов 15 белыми, был очень собой доволен, что, в общем, худшее позади. Но вот это была, наверное, моя единственная покупка на Chessable за все время. Возвращаясь к Олимпиаде, какие у тебя прогнозы? Кто? Я думаю, сборная Ирана. Вау. То есть вот так, ты считаешь... Да. Понял. Хорошо, а в тройке кто еще будет? В тройке, ну, кто еще может конкуренцию составить? Ну, там Индия, Узбекистан. Наверное, США, Индия, Узбекистан. Ну, вот США на Олимпиаде в Индии, по-моему, в Ченнае же была Олимпиада, да, они, ну, с одной стороны, злорадствовать нехорошо, но с другой стороны, я вот смотрел, я видел винтажную такую сборную России. Прямо вот все худшее, что вот с нами происходило годами, что кто-то там, ну, там, два человека играть просто не могут, там, да, у кого-то, не знаю, что-то там, ну, там, Шенкланд с ума сходит, у него там руки трясутся, он начинает там прямую ставить. Еще что-нибудь, ну, какая-то просто полная ерунда в каждом матче. То есть команда очень сильная, вроде играют-то все неплохо, но как бы и по именам, но получается какая-то клякса. Всякий раз. Это вот, не знаю, как в этом году. То есть в этом году они без Накамуры играют, я так понимаю. Но с Робсоном. Остальные все играют? Ну как там, Каруана, Со, Домингес, по-моему, Аронян и Робсон. То есть Робсон у них будет, видимо, отвечать за entertainment, да? То есть я просто видел, как он играет. Ты с ним играл вообще? Ну, ты с ним играл с доской. Да. С Робсоном, да. То есть я просто видел, как он играет в Рапид и в Блиц. Это нечто. То есть он из любой позиции себе оставляет, ну, реально секунды. Вообще из любого количества времени. И, ну, есть еще один шахматист, который так делает. Возможно, ты его знаешь. Но мне кажется, он иначе просто не может. Ты просто очень много думаешь. Не-не, он круче меня в этом плане. Ну, он, как бы у него гораздо более серьезная стадия, я бы так сказал. Да, нет, он еще как-то, он реально на последней секунде делает ход, и причем как фигуру уже часто ему приходит бросать просто на поле, чтобы флаг не уронить. То есть, да, наверное, с ним очень неприятно играть. Ну, причем не так плохо, как бы играет еще, да, при этом. Ну, как раз вот ту нашу единственную партию, мне это очень понравилось с ним играть. Да, ты там где-то выиграл в Берлине. Первый активный ход за партию, и ходов через 5 он сдался. Я так всю партию в защите провел. Ну, в такой не особой защите, в смысле, к ничьей все шло. Ну да. Потом, я думаю, сделаю один активный ход. И через... Да, у вас там был Берлин, по-моему, с ладья Е1. Да, я на средней доске загибался в итальянке белыми с Со. Вот, тогда Со там вообще выиграл все партии подряд. Причем у меня было, по-моему, 7,7 или 6,6 к этому моменту. Но мне не помогло, как бы там, это Со меня просто деклассировал полностью. Вот. Да. Что еще? Следующий, как бы, турнир. Вообще в этом году снова проводятся эти командные такие микс-турниры, да, то есть это командный чемпионат в Астане. Ты там играешь? Да. За какую команду? Казахстан. Понял. А кто там еще будет? Ну, там я, Шах, Крамник, потом... С адвокатов там будет какой-нибудь? Местный, да, с адвокатом. То есть есть все-таки будет местный участник. Ага. И Бибисара. Нет, там два местных. Там два местных. Ну, Бибисара. Угу. Да, Бибисара, ну, а любитель кто, я так точно не знаю. Понятно. Вот. И еще будет в этом году снова этот турнир Индийская лига, вот это, да, то есть там Global Chess League в Лондоне. Ты в этом турнире?
Ну, это же от визы зависит. Ага, Это ну вот у меня я тоже, ж в да, я прошлом сейчас... году получил, я же подал на вот этот Isle of Man, Ага. а, и получил визу, все успешно, в день последнего тура. А насколько виза была? Что Ну, насколько? в смысле, насколько по периоду... Нет, она до этого турнира закончилась. ну, в смысле, все, что это я была виза попробовал делать, краткосрочная и конечно. как бы в день последнего тура. Ну, Да. да. Я как раз включаю трансляцию последнего тура, и в этот момент мне приходит имейл, там, ура, ваша Поздравляем. виза готова. Спасибо. Ну, вот я примерно так же ожидал вот визу в Торонто, потому что ее там, я, по-моему, получил на руки где-то за неделю до вылета. Вот, это было немножко странно. Но я вот тоже, я вот не уверен, что с визой получится, но посмотрим, да. То есть, по крайней мере, предпринимаю усилия. И Не, ну касательно еще в визы... США же нужно будет как-то визу попытаться сделать. Да, Поэтому касательно я не визы, вот знаю, еще, как тебе вообще чемпионат мира, вот выбор места для этого турнира в Нью-Йорке? То есть, мне кажется, визовые проблемы вообще сильно были недооценены, это раз. И во-вторых, я могу ошибаться, но мне кажется, в рождественскую неделю, когда проходит этот турнир, Нью-Йорк это плюс-минус, наверное, самый дорогой город в мире. То есть и по проживанию, естественно, да, и по билетам. То есть если не бронировать билеты, не знаю, за полгода. Вообще, как тебе это место? То есть от него больше, пользы или вреда? Как это говорилось, по-моему, гусары с женщин денег не берут, но так и тут ФИДа не считает же деньги шахматистов. Мгм. То есть это с таким Их там пафосом все было наверняка представлено? примут там всех, кто там в апелляционный комитет входит, там еще Мгм. там же все прописано в положении, там половину положения обычно занимает вот это перечисление того, Мгм. что минимум в пятизвездочной гостинице нужно Конечно. принять, да, там всех членов там всего на свете, там и минимум там бизнес-класс самолет. Мгм. Мгм. Вот, так что, до этого им понятно, что дела нет, но, так все равно это не такая большая проблема, там это сколько, 6 дней турнир идет, Как сказать? заплатишь побольше за гостиницу, Как сказать, на самом ладно. деле, вот я даже смотрел, гостиница, которая, там не супер какая-то крутая, просто, скорее всего, это будет в хорошем месте, условно на Манхэттене, если это в Нью-Йорке не будут проводить. Гостиница, которая будет относительно в пешей доступности, мне кажется, она будет стоить, 2-3 тысячи долларов за это, за эти, там, 5-6 дней минимум. Учитывая, опять, специфику, что это время такое, как бы, да, самое, наверное, горячее в городе. Ну и касательно визы, да, то есть вообще, ты подал уже или... Нет, еще нет. А как? Во-первых, я же не могу одновременно на все подавать, и на Англию, и на США. а второй как-то. там загранпаспорт сделать, нет? Это я вот сейчас Вот как раз делаю. Я понял, да. Мгм. Не, еще же сейчас, знаешь, что неприятно, что, например, чтобы получить визу, ты им должен заранее какую-нибудь бронь прислать. А что я должен бронировать там гостиницу, да, за, как ты говоришь, 2-3 тысячи, если там шанс, что я получу визу, там 20%, тоже же бред. Можно же бронировать там с возможностью отменить. Можно, Ага. да, противно это. Что это. Не, это, я не знаю, это еще такие тупые какие-то законы, то есть, действительно, покажи нам авиабилет. И что, покажу я вам авиабилет и потом сдам. То есть, это же бред. Если я там хочу действительно нелегально эмигрировать куда-то, это не проблема мне какие-то фиктивные билеты там купить, показать. То есть, это чушь. То есть, такое же, это, какие-то законы против честных людей. Да, много, скажем так, препонов бюрократических даже в этом. Так, Да. немножко отвлекаясь от шахмат, ты играешь еще в покер? Так, чуть-чуть, да, играю. Ты уже, как это, не профессиональный уже, как это, не хайролишь, уже такого нету, да? То есть это... Я уже и в шахматы... по сути, Да, ладно, профессионально. там, не скромничай. Вот, наверное, знаешь что, я бы просто... Я не знаю, ты хочешь там хоть в конце блиц, не блиц? Блиц, да, но еще по парочке просто тем. перед блицем-то вот как раз насчет визы Ага. в США, я не знаю, я уже, может, в каких-то эфирах рассказывал, но просто, мне кажется, в этом году у меня будет повторение этой истории. Просто ты еще про покер спросил. Да. Значит, я в 2005 году на Poker Stars выиграл путевку в главный турнир мировой серии по покеру. Угу. Там 10 тысяч вход и плюс там всякая еще гостиница, там еще что-то.
Вот, и пришел просто сам в американское посольство получать визу. Ну, значит, там все, документы сдал и собеседование. Раньше было собеседование у них в посольстве. Сейчас это через визовый центр все, а тогда просто в окошко, значит, ты подходишь, и этот офицер, ну, мне какие-то вопросы задает, там, а вы то, а вы все. Вот. И потом спрашивает, какая цель вашего визита в США? Я говорю, чемпионат мира по покеру. Он такой уже на меня смотрит, такой, значит, листает паспорт, а говорит, вот я у вас вижу ливийскую визу. Вот вы в прошлом году были в Ливии. Что вы там делали? Я говорю, а там я играл в чемпионате мира по шахматам. Он, значит, своего соседа из соседнего окошка позвал и давай пересказывать. Он говорит, сейчас поедет на чемпионат мира по покеру в США, а у него тут виза ливийская. Он говорит, он там был на чемпионате мира по шахматам. Ахахаха, держи паспорт. И отказ. Ну да, это я историю слышал. Я, кстати, думал тебя не спросить, но видишь, что когда сам даже. Вот, так что я думаю, в этом году у меня может быть повторение. Ну, у тебя уже, наверное, будет Этих паспорт историй. чуть более новый, в нем не будет ливийской визы. Шансы вроде бы должны быть выше, но самое сложное, мне кажется, это получить непосредственно appointment, потому что во многих странах они, ну, если у тебя есть Шенген, то можно куда-то поехать, я не знаю, там, условно, там в Чехию, не знаю, еще куда-то, и там вот податься. Вроде так это делается. А, в России сейчас вообще... В России очень большая очередь, как я понимаю. То есть, если там вообще она есть, то там это на полгода, на год вперед. То есть, это чуть нелегко. А вот всякие там, не знаю, вот в Европе есть какой-то вроде сервис, как-то поисковик, вот какие есть даты. Ну, то есть это как, знаешь, квест такой. То есть нужно сначала получить английскую визу, чтобы потом иметь шанс подать на американскую в Лондоне. Вот. Да. Ну, например, так. Да, и там всякие ты должен предметы совмещать, там, да, лупу наводить, как в этих играх. Можно и так, да. Ну, вот проводился матч Крамник-Жоспем, и сейчас в августе будет, видимо, матч-реванш. Был Clash of Claims, будет Clash of Blames. А вообще, что думаешь по поводу матча? Ну, потому что у них названия как бы оригинальные они. Что думаешь по поводу первого матча вообще, насколько это было, ну, целесообразно? И что думаешь по поводу матча-реванша? И еще вдогонку, могут ли такие матчи хоть что-то нам показать? Ну, вообще что-то могут, но даже, видишь, даже спид-чес что-то может показать. Угу. Поэтому теоретически может, но конкретно этот матч мало что показал, потому что, я же говорю, я и ожидал вот плюс там 3 в пользу Жоспема. Угу. И вот так они и сыграли. Поэтому, не знаю, но вот если все-таки Володя напряжется, там прямую начнет ставить и выиграет, скажем, плюс 5, ну, это уже действительно многое покажет. Ну, тогда он уже поедет на чемпионат мира в Нью-Йорк и там продолжит свою победоносную серию, мне кажется. Он очень любит играть и там с удовольствием куда-нибудь сейчас вернется. Ну, как раз и Жоспем туда, может, ему и Накамура. Да, Накамура ему еще немножко когда подзадонатит, еще там так это сверху накинет за неудобство. Y sacrifica la calidad porque son dos peones. O sea, una partida casi perfecta. Wow. Ну, в целом, да, нет, я согласен, что ну, это в первую очередь в интересах вот этих людей, да, которые все подозревают. Ну, это такое отбеливание, ну, не знаю, отбеливание репутации, да, вот, не знаю, вот, например, эти вот серия матчей Нимана, которые, ну, прям, причем с довольно уважаемыми шахматистами, да, там, ну, тот же там матч с Види, там будет сейчас матч с Анишем Гири, будет матч с Никитой Витюговым, будет матч с Михалом Сарином, я, может, еще кого-то пропустил. Это как-то вот, не знаю, такой, он, видимо, думает, что он как Морфи, да, то есть он такой турне по Европе будет осуществлять и играть с местными шахматистами. Ну, единственный минус, понимаешь, в том, что как-то для широкой публики продвигается как бы дискурс такой, что человек, если он читерит, то он, мол, играть совсем не умеет. И поэтому потом, когда человек, ну, уже под проверкой, ну, как-то прилично сыграл, но при этом несопоставимо с некоторыми своими лучшими результатами без проверок, да, то как все говорят, ну вот видите, мы говорили, никакой он не читер. То есть как бы вот изначально или очень тупое как бы ставится, да,
И поэтому вот для широкой публики это как-то вот продвигается как доказательство, что человек честно играл. А для меня это выглядит скорее наоборот. И еще одно довольно подозрительное, как бы, ну, довесок такой подозрительный. Поэтому не Ну знаю. да. Но другое дело, я и с Володей в целом не согласен. То есть, когда он все это вот про что-то говорит, что вот это прям доказательство, ну нет, это я не считаю, что это прямо доказательство. Да, это действительно подозрительные вещи, там аномалии и так далее. Но я не согласен, что это прямо доказательство. То есть бывают какие-то, ну, совсем явные вещи. Вот как вот сейчас у тебя во вторнике был товарищ, да, вот он там подряд всех обыграл. Тебя, Сарану, там еще кого-то. Но если человек вот изначально сам играет на каком-то приличном уровне, но он должен очень долго, очень сильно палиться, чтобы это было прям как доказательство. Ну, конечно, да. А иначе, ну, если вот он хотя бы уровня Джо-спэма, ну, примерно, ну, невозможно, ну, нельзя вот на что-то близкое к 100% сказать, вот на мой взгляд. Не, ну когда все-таки это гроссмейстер там 2600, ну он в принципе да. не должен играть совсем ужасно, да, то есть это он должен какие-то Вот я играть о чем и хорошие говорю, партии, что да. вот если, да, вот человек такого примерно уровня и выше, ну, я не знаю, ну, очень можно, мне кажется, он может очень долго и довольно Мгм. сильно читерить. Неуловимый прежде Джо. чем- Ну, да, да. Вообще, ты считаешь, как, что борьба в интернете, ну, именно с читерством в интернете, она в целом, ну, нецелесообразна в данный момент, она обречена? Или это просто конкретно ческом, ну, не знаю, Ну, нет, замыливает ну, немножко проблему? ну, понимаешь, она может быть, если она идет еще под эгидой того, чтобы, не дай бог, ни один честный человек не пострадал, то, мне кажется, она по большому счету обречена. Да. Мгм. То есть ты не можешь достигать, вот как Ческом хочет, уровня уверенности в читерстве там 99,9%. Ну тогда действительно ты почти никого не забанишь. Мгм. Вот, То есть, ну, а если это снизить там, ну, до 90, скажем, процентов, ну, просто не обязательно же, вот как Ческом делать, что или пожизненный бан, или ничего. То есть можно градацию какую-то вводить, да, то есть, ну, вот хорошо, ты достиг 99,9, ну, да, действительно, тебе, допустим, пожизненный. Ты достиг там просто 99, ну, не знаю, на год тебе бан. Там 90, не знаю, на 3 месяца. Достиг там, не знаю, 75, ну, значит, ты должен как-то, как минимум в зуме играть, а мгм. желательно, чтобы к тебе иногда какой-нибудь этот проктор зашел, да. Вот, то есть, если ввести градацию, ну, это, нет, ну, какую-то борьбу, безусловно, можно ввести. Но, ну, как-то какие-то честные люди, мне кажется, будут страдать при этом. Ну, это Мгм. неизбежно. Ну, так же и в жизни, ну, кого-то же попадают в тюрьмы невиновные люди. Ну, это немножко разные, да, то есть это немножко разная степень последствий все-таки, да. То Ну, есть там, ну, и в смысле, я считаю, в жизнь, в ну, тюрьму попасть все-таки более не, серьезные конечно, я последствия, имею в виду, что это, чем не конечно, иметь ну, возможности играть на ну ческоме. да, да, я именно это я имею в виду. Ну вот они все обещают предложение, которое будет уже осенью якобы, в котором будет какой-то встроенный античит, якобы как на шахматной планете он был, да, ну, по крайней мере, какой-то, который будет сканировать ресурсы компьютера, да, на что они уходят, какой-то там параллельный софт. Ну, может быть, это что-то изменит, но как бы на всякий там античит найдется, там, не знаю, какой-нибудь антихак, там, я не знаю, еще что-нибудь, там, как-то его тоже боюсь, что смогут обмануть, но, может быть, это улучшит ситуацию, чем сейчас, когда можно зайти в список плагинов, там, не знаю, браузера и там поставить себе на выбор 5 или 6 подсказчиков, которые будут советовать тебе следующий ход. Ну, в целом, я не знаю, но вот, например, даже вот этот последний, ну, как этот, Crunch Lab, да, турнир, мне показалось, очень чистый был. То есть вот, Мне ну, тоже, я да. говорю, за третьим дивизионом я особенно не следил, но в первых двух и в отборе, ну, вот просто, вот ровно один человек у меня вызвал подозрение. Вот просто ровно один. Мгм. Ну И вот, то он в итоге ничего особенного я просто еще да. общался немножко с Крамником по этому поводу, и могу сказать, что у него больше одного человека вызвало подозрение, но это, в Не, принципе, ну я традиционно. знаю, да, ну, например, вот насчет Да, Антипова но я это с ним вряд ли. совершенно не согласен. Мне кажется, вряд ли, да, Вообще очень. не показалось подозрительным, просто, ну, вообще. Ну, из солидарности я вот играл какие-то партии с часами на руке, вот, и просто ради интереса мне хотелось посчитать пульс во время партий. Так,
Ну, другое дело, что, конечно, часы можно было и снять, да, хотя бы, чтобы просто соперника не бесить, но это Ну, мне не кажется, имеет да, то есть тут, отношения к читерству, да. ну как, виноват уж тем отчасти, что хочется мне кушать, как это было вот в басне. Мне кажется, сложно. Так или иначе, Владимир Борисович, он как-то подозрение, ну, может быть, это в меру правильно, но изначально подозревает всех практически. Да. Да, ну, смотри, я еще недавно говорил с твоим другом Этьеном. Так получилось, что мы вот ждали, ну, как-то вот в аэропорту Бухареста, в общем, ждали рейсов. И он говорит, что вот прям за доской прям серьезное какое-то уже, там, на его взгляд, читерство. Уже в Бундеслиге там никакого контроля, там приходят мастера там по 2200, его там обыгрывают, вот, или переигрывают. В общем, говорит, что и оттуда проблема уже приходит. Ты встречался с таким за доской? Мне кажется, нет. Ну, единственный раз я играл с одним чемпионом мира, и он там в турнире Гран-при ФИДЕ, еще когда они круговые были. И вот мне как-то не понравилось, он меня как-то очень переигрывать начал во время партии, и я колесики открутил у доски, вот которые с интернетом доску соединяют. Ты сказал с одним чемпионом мира? Да, и ну А с и кем? как-то что-то он меня переигрывать перестал, Подожди, и а в с кем? итоге я даже чуть не выиграл. Ну, И- нельзя же говорить. А, Ну, с чемпионом мира. окей, даже интересно. Их не так много просто чемпионов мира, хотя есть всякие там по разным номинациям, по блицу, по быстрым, там, в общем, по шаху, Не-не-не, по по фишерски, классике, по классике. А. Интересная история. Ну, в Вот, общем, ну, и всегда то можно это, как я это... думаю, у меня была, ну, как бы немножко паранойя, я тоже это во многом сделал, чтобы его выбесить. Мгм. Вот. Пришел на Но партию с это вообще кусачками. один случай, это просто Мгм. ровно один случай за всю карьеру. То есть Мгм. поэтому... Ну, сейчас просто был какой-то случай, по-моему, на Moscow Open, я где-то читал, было в пабликах, что какой-то почти там любитель примерно пришел со смарт-часами, обыграл сильного международного мастера и заплатил за перформанс 5000 рублей, вот, но результат оставили. То есть это... Кухмазова он. Да, причем ну, в этом есть какая-то ирония, да, что, мне кажется, чуть ли не против Кухмазова было какое-то расследование комиссии по этике. Я могу ошибаться, правда, я тут не уверен дважды, но, по-моему, он как-то тоже, то есть кто-то был недоволен однажды. Вот, но... Я не знаю, что тут сказать. Ну, нет, ну наверняка такие эпизоды есть. Я просто говорю, что я лично не сталкивался, но плюс я в последнее время мало вживую играю. Да, мне кажется, вот несколько лет назад тоже был какой-то кейс, но, в общем, сейчас он по другую сторону добра и зла, но получается, что пострадавший. Вот, но вообще сам по себе вывод, что можно за 5000 прийти там выиграть партию у кого хочешь, это, ну, наверное, это не повторится, да, то есть, но прецедент, конечно, неприятный. Окей, ну, просто после предыдущего подкаста, где там с Владимиром Борисовичем мы обсуждали примерно львиную долю времени читеров, это вот как такой мы в лайт-режиме, поэтому блиц. Вопросы максимально короткие, отвечайте не обязательно коротко. Итак, первый любимый шахматист. Нету. Хорошо. То есть, ну, я не знаю, если уж прям вот кровь из носу надо выбрать, ну пусть Корчной будет. Ух ты. Интересно. Но прям любимый нет. Угу. Любимая шахматная книга. Ну, «Путешествие в шахматное королевство», но она детская. А из взрослых, ну, не знаю, давай пусть будет с Каспаровым «Год за годом, ход за ходом». Никитина книжка. Хорошо. Любимая партия. Моя или вообще? Вообще. Вообще сложно. Ну, вот я очень крутой считаю 24-ю партию Карпов-Каспаров, вот того матча, как Каспаров стал чемпионом. Потому что так играть, Катя ничья устраивает. Я считаю, это невероятно. Угу. Ну, уже получается, по-моему, Крамник ее же назвал, если я ничего не путаю. Да. Своя любимая партия. Ну, значит, у Крамника хороший вкус. Вот. Что и требовалось доказать. Своя любимая партия. Ну, с Гашимовым, конечно. Это где король дошел до 1. До Б1 только. Король сейчас побежит. Вот он, белый что-то связывают,
а я бегу на b6, на a5. Он нападает, а я бегу дальше на a4. А на 1 он так и не побывал, да? Он побывал на a5, на a4, а потом уже, по-моему, b3, a2, b1. Да, это, по-моему, Найдер какой-то был, да? Вот модный с Фебет b2, да, вариант отравленной пешки. Да. Самое яркое шахматное воспоминание. Ну, то вот как сейчас выиграл у Ведита. То есть у тебя самое свежее такое, да? Оно уже Ну самое да. яркое. Мгм. Что для тебя шахматы? Настольная игра прекрасная, и плюс работа моя. И еще область, в которой я могу, ну, как минимум мог, но иногда и могу соревноваться с лучшими в мире. Мгм. И финальное. Что, если не шахматы? Ну, что, бомж. They see me rolling, they hating. Понятно, понятно. Окей, это был Александр Грищук на Неподкасте. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо.